Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Jewelry. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Сегодня хочу показать вам распаковку товаров с AliExpress. И здесь у меня акриловые бусины, кабошоны и гавлит. Вот. Сейчас попробуем со светом поиграть. Что-то вот все никак, знаете, вот так, может быть, так. Ладно, оставим так сейчас. Ну что, давайте я, наверное, покажу гавлит, а потом все остальное. Смотрите, гавлит. Захотелось мне делать украшения такие немножко вестерновские. Ну и для морских украшений он хороший. Стала я искать разный гавлит. Смотрите, что нашла. Нашла я вот такие бусины. Они как тыковки. Вот такие вот. Хорошенькие. Вот, они очень так аккуратненько, органично смотрятся. Я думаю, будет хорошо тоже использовать. Вот такие вот. Нашла я вот такие вот звездочки. Такие я видела в белом цвете, такой бежевый гавлит, что ли. А тут нашла вот такие голубенькие. Но они хорошенькие. Красивые, такие бирюзовые, прям. Никаких претензий нет. Вот. Цена у всех этих бусин недорогая, поэтому я не знаю, как тут можно ошибиться. Вот. Еще я взяла вот такие вот сосулечки, зубья. Вот. Они тоже очень такие хорошенькие, аккуратненькие. Они у меня все одинакового размера, извиняюсь, тоже вот такие. С дырочкой, сейчас размер скажу. Размером они ближе к 4 сантиметрам. Вот. Хороши. Тоже никаких претензий нет. Я, конечно, в идеале купила бы микс, чтобы оно было там, ну, например, от 2 до 5 сантиметров такие штучки. Ну вот, не нашла, взяла вот такие. Хороши. Далее. Еще гавлит, смотрите. Гавлит вот такой. Кубики. Это кубики, по-моему, сантиметр. Да? Или 8 миллиметров. Чего тут у нас? 8 миллиметров. Набрала сантиметр. 8 миллиметров кубики. Тоже ровненькие, аккуратненькие, хорошенькие. Я не знаю, гавлит, ну что, он же искусственный такой камень. То есть, вот он. Всегда, это как гематит. Очень сложно ошибиться. Вот. В общем, хорошо. Я просто хотела купить, знаете, чтобы у меня было разнообразие форм и размеров. Вот как-то так. Я поняла, что он мне, в общем-то, нравится. В украшения какие-то такие бога, этно, вес, вестерн и морские он прекрасно подходит. Вот. И поэтому, ну что, надо брать. Да? Так, и взяла еще вот такой. Вот эти интересные, смотрите. Знаете, какие они такие волнистые, да? Вот их взяла я, видимо, буду использовать, может быть, как проставочные какие-то бусины. Хотя, мне кажется, и вышивку будет неплохо, потому что, смотрите, у них какой рисунок получается. Смотрите, как морская звезда, по сути. Мне кажется, будет интересно их использовать. Такие, ну, в общем, мне кажется, эти бусины, они интереснее, с них можно больше сделать, чем вот кажется на первый взгляд. Такая интересная форма. Ну, в общем, да. Вот так вообще вот волна, то есть что-то морское сразу, да, мне кажется, навевает. Ну, в общем, вот такие я взяла. Так, теперь пластиковые бусины. Давайте покажу кабошоны. Смотрите. Взяла я кабошончики вот такие. Это как бы гжель, да, нарисованная. Но вообще они симпатичные, они аккуратненькие. Вот эти небольшие размером я взяла всего, господи, всего они 2 сантиметра. Взяла я их для сережек, думала вот сделать. Так, они мне понравились. Я очень люблю сочетание белого с синим, белого с голубым. Вот взяла. Ну вот, сами видите, да, то есть, ну, хорошенькие такие кабошончики. Так, еще кабошончики взяла, вот такие. Вот они. Акриловые,
Даже вот не знаю, как это, под что они, да, вот такие, под ракушку, наверное, под оболонь. Мне они нравятся, вот как бы мне прям, они даже нравятся больше, чем оболон, натурально, я бы сказала. Как-то вот их вот этот цветовое сочетание мне прям нравится. Нравится то, что они идут в разнообразии размеров. Ну, вот они очень легонькие, их прям, ну, их легко, приятно использовать. В общем, их можно, конечно, самим сделать, но они стоят так недорого, что мне кажется, их просто проще купить. Вот эти они такие вот. В общем, у меня были такие совсем маленькие, 12 миллиметров, были крупные, 3 на 4. Вот я взяла еще вот такие, по-моему, это 2,5, если я не ошибаюсь. Да, вот такие. И взяла еще квадратненькие. Вот. Как я уже говорила, у меня нет никаких предубеждений по поводу никаких материалов. Вот. Поэтому я с удовольствием использую акрил, какой-то пластик, в общем, всякие разные материалы. И вот эти квадратные, смотрите, они такие хорошенькие тоже мне показались. Ну, в общем, довольна. Короче, это, знаете, из заряда ничего особенного, но мне кажется, это хорошие, такие очень хорошие, очень бюджетные покупки. Вот такие кабошоны. Далее бусинки, смотрите, бусинки. Такие показывала Татьяна с канала Funny DIY. Бусины, смотрите, это вот 3,5 сантиметра, такая почти 4, здоровенная бусина. Вот, акриловая. Вот. Но они смотрятся прям так хорошо. Знаете, их то, если добавлять их умеренно, я считаю. Вот, смотрите, какая красотуля. Ну, это ж прям вот она просится в сережку. Вот. Ну, опять же, плюс акриловых бусин. Чаще всего невысокая цена, разнообразие форм, всяких рисунков, да, и легкость. Она очень легкие. В сережке самое оно, я считаю. В общем, красота. И вот тоже такая же. То есть это получается прозрачная бусина сама и золотой рисунок. Вот такая. Вот эта тоже она крупная. Она 3 сантиметра почти. 2,5, 2,7, наверное. Вот такая. И она причем не белая, видите, она прозрачная, с золотым рисунком. Такая. Хорошие. Вот эти красивые бусины. На какие-то летние украшения. Прям вообще. Так, и еще я взяла голубые. Смотрите, какие интересненькие. Вот такие. Бирюзовые, прям вот лазурные. Посмотрите, какие. С золотым рисунком. Красивые. Очень. Единственное, тут, конечно, некоторые есть вот с небольшими, видите, да, вот небольшими какими-то косяками, но в целом красивые они. И еще я взяла, вот это было необычно для меня, такие вот сердечки. Ну, видимо, я их думала использовать тоже для сережечек, вот. Но они хорошенькие тоже, в общем-то. Сейчас, давайте их покажу на белом фоне. Вот так вот. То есть я их планировала, собственно, вот использовать с чем-то белым, вот эти вот. Может быть, даже как-то вместе. Вот сейчас давайте попробуем как-то так вот сделать, да, вот смотрите. Их можно и вместе, и просто вот это с чем-то лазурным, или вот как-то вот так. Ну, в общем, что-то вот такое. Морское, летнее я планировала делать, да. Ну, так вот, вот эти сердечки я как-то... Да. Так, я удивилась, что я их выбрала. Но вообще они красивые, они хорошо сделаны, очень аккуратные, легонькие. Рисунок красивый. Вот эта петля здесь, то есть можно прекрасно их вот использовать в качестве подвески на серьги, почему бы и нет. Вот. У меня дочка попросила сделать ей такое маленькое колье с такими вот сердечками, так что хороши. Вот такая вот небольшая распаковка, все очень бюджетно, очень просто. В общем-то, всем довольна. Знаете, мне очень нравится смотреть самой распаковки с какими-то интересными камнями, камни, у которых, ну, не дешевые, потому что, конечно, их когда покупаешь, боишься ошибиться, вот, и лучше их брать вот так вот по отзывам, вот я это очень ценю, но при этом мне самой еще очень нравится смотреть распаковки с такими вот бюджетными находками, то есть, да,
То есть это, пожалуй, я бы сказала, вот бюджетные находки. И в целом, я считаю, что в каждой ценовой категории можно найти что-то интересное. Поэтому, да, вот эта категория бюджетные находки, я с удовольствием ее тоже смотрю. Вот. И еще, знаете, когда вот делаешь украшения такие экспериментальные, то есть заряда там, ну, получится, не получится, да, вот, или там что-то как-то раскрасить хочется, как-то вот подшаманить. То есть, если это очень дорогие материалы, ну, просто, конечно, жалко, когда это запорчивается. А если это что-то, ну, бюджетное, то как бы думаешь, ну и ладно, зато я попробовал, да, вот как-то так. Поэтому, в общем, надеюсь, я была вам полезна. Если у вас есть какие-то соображения на этот счет, и в принципе в плане вот бюджетных покупок, покупки, которые совсем, ну, такие копеечные, но при этом вы с удовольствием используете такие материалы, напишите. Ну что ж, большое спасибо за внимание. Надеюсь, я была вам полезной. До свидания.